Я сейчас в Ираклионе, и здесь есть очень интересный музей, который посвящен античным технологиям. В общем, пойдем посмотрим, что древние греки там напридумывали себе. Создателем музея является Костас Кацанос, который посвятил свою жизнь изучению древнегреческой культуры, особенно в области древнегреческих технологий. Он создал на свои средства экспонаты, которые представлены на выставке. Ну, а вот, собственно, и сам музей. Филон Византийский подробно описал своего робота-служанку. Это было еще в III веке до нашей эры. Если вы поставите чашку на правую руку этой служанки, то она сначала автоматически нальет вино, а затем может добавить воды в той пропорции, как вы пожелаете. Каким образом это работало? Внутри служанки находилось 2 герметичных контейнера. Один с вином, а второй с водой. Внизу находились 2 трубки, которые выводили содержимое через ее правую руку до горлышка кувшина. 2 трубы с воздухом начинались наверху контейнеров, проходили через их дно и изгибались в ее живот. Ее левая рука была соединена через шарнир с плечами, а пружина поднимала руку. 2 трубы начинались в одной точке и спускались вниз, проникая в изогнутые перфорированные концы воздуховодов и освобождая их. На концах трубок соединения было 2 отверстия, причем отверстие, которое сообщалось с контейнером для вина, предшествовало тому, которое сообщалось с резервуаром для воды. Когда чашку помещали в ладонь служанки, ее левая рука опускалась и трубки поднимались. Отверстие в одной трубке совпадало с воздушной трубкой контейнера для вина, и вино перетекало из трубки в чашку. Когда чаша с вином была наполовину наполнена, рука опускалась ниже. Выход воздуха блокировался, и поток останавливался. В то же время другая трубка совмещалась с воздушной трубкой емкости для воды, и она начинала течь, разбавляя вино. Когда чашка наполнялась, рука опускалась еще ниже из-за веса чашки, клапан блокировался и поток воды останавливался. Кроме того, если чашку убирали, левая рука поднималась, трубы опускались, воздух блокировался, создавая вакуум в контейнерах, и поток жидкости останавливался. Еще одно потрясающее изобретение – это эолипил, что в переводе с греческого означает «шар бога ветров Эола». Он был создан в I веке Героном Александрийским. Механизм состоял из полой сферы, установленной так, чтобы иметь возможность вращаться, когда пар выходил из 2 выпускных отверстий, расположенных на экваторе котла. Наполовину заполненная водой сфера приходила в движение, как только под ней зажигался огонь. Крутящий момент создавался непосредственно за счет образующегося пара. Представьте себе, Герон оказался всего в 1 шаге до начала технической революции. Но этому не суждено было случиться. Имея в изобилии рабскую силу, греки не видели необходимости в разработке машин, способных заменить бесплатно эксплуатируемых людей. В течение многих веков турбина Герона оставалась технической забавой или игрушкой, а до начала промышленной революции оставалось 1800 лет. А вот устройство, которое называется клипсидра. Это гидравлический будильник, изобретенный Платоном. Он представляет собой сосуд с отверстиями определенного диаметра, из которых вытекает вода. В придуманном философом устройстве было 4 сосуда. Из первого, верхнего, вода медленно и постепенно переливалась во второй. Когда второй сосуд полностью заполнялся, открывался клапан на трубке.
по которой вода устремлялась в третий закрытый сосуд. Попадая в него, вода быстро вытесняла воздух, который выходил через специально оставленную трубку, на конце которой была закреплена флейта. Под действием воздушного потока флейта начинала играть. После работы вода медленно выливалась из третьей емкости через небольшое отверстие, расположенное в ее дне, в нижнюю емкость, где ее можно было хранить и повторно использовать. Давайте еще раз вернемся к Герону. Если труды Герона в области математики и инженерии прославляли его среди узкого круга ученых того времени, то среди широкой публики он был известен благодаря своим автоматическим театрам. Работы Герона вызывали в людях чувство удивления и восхищения возможностями технической мысли. В своих автоматических театрах Герон, по сути, использовал элементы программирования. Действия автоматами выполнялись в строгой последовательности. Декорации сменяли друг друга в нужные моменты. Примечательно, что основной движущей силой, приводящей в движение механизмы театра, была гравитация. Использовалась энергия падающих тел. Также использовались элементы пневматики и гидравлики. Пружины не использовались. Причина этого проста. Для производства пружин необходимы обладающие упругостью высококачественные стальные сплавы, которые не были известны металлургам античности. Греки хорошо разбирались в астрономии, и первый глобус также был создан в Древней Греции. Около 150 года до нашей эры Кратет Молоский построил первый глобус. Сушу он разделил на 4 континента. Известные части света – Азию, Африку и Европу – Кратет назвал общим именем Ойкумена. Континент, возможно расположенный за Атлантическим океаном, получил имя Периойкумена, а недосягаемые из-за экваториального пояса жары части света – Антиойкумена, и континент Антихтонов. Античная Греция была поистине потрясающей цивилизацией, с развитой наукой, инженерией и искусством. Она показывает, насколько потрясающим является человеческий разум и сколько дивных открытий в себе таит природа.